Что общего у таких игр, как Superhot, Surgeon Simulator, Loop Hero, Baba Is You, Mini Metro? Они оригинальны и необычны по геймплею, сделаны маленькими командами и принесли своим создателям хорошие деньги. А еще все они были придуманы во время геймджемов. Геймджем — это конкурс разработчиков, на котором нужно за короткий срок создать игру на заданную тему. Для начинающих это хорошая мотивация начать делать игры. Для более опытных это возможность придумать оригинальный прототип для будущей доработки. Также на джеме можно познакомиться с интересными людьми, протестировать новый софт, собрать команду, проверить ее в деле и снова со всеми разругаться. В этом видео мы расскажем о нашем участии в Houdini Game Jam, официальном джеме компании Side Effects, о том, как мы за неделю с нуля сделали игру, заняли призовое место и еще попутно своровали чужую идею. Но обо всем по порядку. Наша команда состоит всего из 2 человек. Дима, он отвечает за визуальное наполнение игры, модели, эффекты, текстуры, вот это все. А меня зовут Стас, я занимаюсь программированием и звуком. Все началось с того, что мы решили открыть новый YouTube-канал, полностью посвященный геймдеву. Мы придумали, на мой взгляд, офигенное название «Бомбы и лазеры», а Дима сделал клевый логотип. Ну и чтобы набрать первую 100 подписчиков, нужно было организовать какую-то движуху. Такую возможность нам любезно предоставили ребята из Side Effects, приурочившие свой геймджем аккурат к созданию нашего канала. Другими причинами объяснить выбранные ими даты я не могу. Начало декабря, когда у всех кранчи и дедлайны, ну камон. И вот что мы решили. Во-первых, мы участвуем в джеме. Во-вторых, мы усложняем себе задачу и должны будем создавать все ассеты для игры с нуля. То есть модели, анимация, текстура, иконки, звуки и музыка должны быть сделаны во время джема. Исключение делается только для шрифтов, стандартных элементов интерфейса и, может быть, небольших кусков кода. Правила самого джема более толерантны к использованию готовых ассетов. В прошлом году 3-е место заняла игра, в которой модели животных из ассет стора были расставлены на ассетах Мегаскана в темплейте Endless Runner. И ничего, люди даже приз получили, а гораздо более интересные и сложные игры остались ни с чем. Ну да ладно. В-третьих, мы решили каждый день джема выкладывать видео, так называемый девлог, журнал разработки. Это не первый наш геймджем, и мы давно работаем вместе, сделали некоторое количество маленьких игр, не говоря уже про кучу коммерческих проектов, так что мы были уверены в своих силах в плане создания самой игры. А вот насчет видео у нас были сомнения. Все-таки их надо записывать, монтировать, заливать на YouTube, короче, это отнимает время, которого на джема не так уж и много. Но нам это удалось. Каждый день мы выкладывали примерно получасовые девлоги, в которых не просто рассказывали, что у нас получилось за день, но и делились какими-то полезными советами, наработками. Все-таки учительскую натуру так просто из организма не вывести. Но мы отвлеклись. Давайте вернемся к нашему джему. Тему джема объявили в 10 часов вечера по московскому времени. Идеальный момент. Дети уложены, чай налит и есть куча времени до сна, чтобы устроить мозговой штурм. Okay, this is the drum roll period. The theme for Houdini Game Jam 2021 is... Тут я хочу сделать отступление и в очередной раз пожаловаться на Side Effects. Они совершенно не понимают, как работают джемы и очень плохо придумывают темы. В прошлом году они выбрали тему Don't Panic, без паники, что совершенно бессмысленно, так как под эту фразу можно подстроить абсолютно любую игру. И что же они выбрали в этом году? Is food fight. Ну нахер. Отец. Food Fight, драка едой. Снова ужасная тема. Эта тема не ставит творческую задачу, она просто предполагает, что в игре будет еда. Натяните скин с едой на Dark Souls и готово. Идея в том, что это как раз-таки, да, Surgeon Simulator, только у тебя очень кривое и сложное управление намеренно, потому что китайскими палочками есть очень сложно. И типа это свидание в ресторане, и тебе нужно проявить себя, как-то показаться хорошим. Ну да, может, не обязательно суши, но да, это просто смысл в том, что это сложно есть. То есть оно должно быть неуклюже, но контролируемо неуклюже. Я вижу кучу вариантов, как можно было испортить Surgeon Simulator тот же самый. Но в Surgeon Simulator это хотя бы смешно, потому что ты режешь человека.
резать еду не так смешно. Хотя это прикол в том, что это повседневное действие наше. То есть это симулятор повседневного действия. Давай выберем еду, короче. Мы ее провалим, и зрители в прямом эфире увидят, как мы ее проваливаем. Отлично, да. Как мы ничего не сделали в результате. Но мы пытались. Но мы, по крайней мере, пытались. В конечном итоге мы остановились на идее сделать симулятор свидания в ресторане, вдохновленный Surgeon Simulator. Игрок должен просто есть еду, проявляя хорошие манеры, но это усложняется неудобным управлением и тем, что все объекты в игре обладают физическими свойствами. Их можно сбивать, ронять и так далее. Дальше мы вошли в рабочий режим и в течение 6 дней методично собирали игру. В процессе у нас родилось название Act Normal, то есть «Веди себя нормально», что неплохо подходило к геймплею. Начиналось все примерно вот так, и в конечном итоге у нас получилась вот такая игра. Сейчас мы по очереди расскажем, как это было, с какими сложностями мы столкнулись и чему научились за время джема. Привет, я Дима, и ох же веселая была неделька. В общем, моя задача сделать графику в игре, то есть модели, текстуры и вот это все. Ну и плюс мы договорились, что все нужно будет делать с нуля, а так как игра про поедание еды рукой, значит руку тоже нужно будет сделать с нуля, и раньше я этим примерно вообще никогда не занимался, поэтому первые дни пошли тяжело. Первые попавшиеся уроки с Ютуба, кривые пальцы у модели, ничего не понятно, страх и ужас, время идет, но за 2 дня я таки сделал что-то похожее на руку, и даже человеческую, и даже пальцы гнулись примерно как у меня, что радует. Дальше нужно было замоделить еду, и тут у меня, благо, есть некоторый опыт. Я люблю есть, люблю еду. Я в этом неплох. Мне кажется, я бы даже мог сделать курс по еде. Правда, раньше еду я не моделил, так что это хороший повод изучить такую знакомую тему. С другой стороны, и еще несколько дней у меня ушло на то, чтобы сделать булочки, помидоры, огурцы в разных вариациях, картошку, котлеты, в общем, все, что в игре мы будем, собственно, есть. Да и вообще почти всю неделю я провел за моделингом. Игра песочница, и в ней нам нужны игрушки, собственно. Джемы вообще хороши тем, что у тебя нет времени думать о том, какая работа сложная, как ты чего-то не умеешь, ты просто делаешь. Есть проблема — решаешь. И так зачастую можно научиться чему-то новому гораздо быстрее, потому что работа, как известно, занимает все выделенное на нее время. Спасибо Диме, теперь я расскажу, как шла моя работа в Unity. Геймплей у нас довольно простой, в игре не подразумевалась сложной архитектуры, искусственного интеллекта и так далее. Так что коды я писал быстро и без изысков, как и положено на джеме. Я довольно быстро реализовал основную логику, которая позволяет управлять рукой, хватать и есть еду. Главная сложность была в том, что я до этого момента не работал с физикой в Unity. И многое пришлось учить на ходу. Кучу нервов потратил, пытаясь сделать так, чтобы рука не проходила сквозь препятствия, не искажалась и не крутилась вертолетом. В конечном итоге все получилось, пусть и не без глюков, но я, пожалуй, больше не буду делать физические игры на джемах. Это слишком для моей хрупкой психики. Еще интересной задачей стал звук. Если раньше на джемах я использовал сэмплеры для генерации звуков, то здесь нужны были настоящие и узнаваемые эффекты. Так что я взял диктофон, пошел на кухню и неплохо провел полчаса, звякая тарелками, роняя вилки на пол. Еще нам не хватало шума окружения кафе, звяканья посуды, разговоров о людей и так далее. Так что Диме пришлось пожертвовать собой во имя игры, и он в морозный день вышел из дома, пошел в ресторан и отлично поел там салат «Цезарь». Ну и еще и записал звук на диктофон. Геймдев — это весело, всем рекомендую. После этого я разделил все объекты в игре по типам материала и распределил между ними разные сэмплы. При соударении стекла и дерева получается один звук, при соударении металла и стекла другой. И результатом я, пожалуй, даже горжусь. Несмотря на то, что этот скрипт я написал в торопях, звук в игре получился вполне неплохим. В результате у нас вышла игра, которую не стыдно показывать людям. В ней даже есть 2 концовки. Если вы ведете себя непристойно, раскидываете еду, едите руками и так далее, то свидание закончится плохо, и девушка скажет, что не хочет больше с вами общаться. Если же вы проявляете манеры, то она предложит вам встретиться еще раз. Все как в реальной жизни. Правда, мы решили, что интереснее будет обнаружить эти концовки самостоятельно и не стали давать игрокам четких инструкций. И многие так и не поняли, что же нужно делать в игре. Это было нашей ошибкой.
Ну и в целом Act Normal сложно назвать игрой, тут нет каких-то интересных механик, нет особых целей, это скорее песочница. Но это песочница, в которой можно весело провести 5-10 минут вашего времени. И, пожалуй, это главное. После того, как мы выложили игру, она стала привлекать внимание и 2 недели провисела в разделе «Новое и популярное» на сайте itch.io. Также мы попробовали посмотреть реакцию сообщества на разных платформах. На Reddit пост с гифкой получил скромные 170 апвотов, на Твиттере получилось еще скромнее, но тем не менее на itch игра набирала популярность. Мы получили 3500 скачиваний, что совсем неплохо для этого сайта. Начали выходить летсплеи, причем некоторые из них были даже весьма смешные. Just because. Alright, that's it. You and your throwing habits are over here. I'm real. Alright? Why is it jiggling like that? Help! Вся эта движуха говорила о том, что игра имеет потенциал. Как минимум ее описание и скриншоты привлекают публику, любой нормальный инди-разработчик ухватится за этот шанс, и мы начали прорабатывать идеи дальнейшего развития Act Normal, чтобы получить не просто убивалку времени на 5 минут, но полноценную игру. Мы придумали, что в начале игры вы должны будете выбрать партнера для свидания с помощью приложения, похожего на Tinder. Мы добавим кастомизацию персонажа, а точнее его руки, можно будет выбрать тип руки, а также настроить цвет кожи, число пальцев, вид ногтей, колец, браслетов и так далее. Разные локации с разной сервировкой еды, китайский ресторан, итальянский, бургерная, смена блюд, напитки, которые можно подливать в бокалы, свечи, которые можно зажигать, и еще много веселых геймплейных фишек, чтобы превратить Act Normal в большую серьезную игру. Вроде бы звучит неплохо. А когда же вы сможете поиграть в такую игру? Да вот уже прямо сейчас можете купить ее на Steam, смотрите, как здорово играется. Конечно, это не наша игра. Оказалось, что игра, которую мы придумали, уже выпущена на Steam другими разработчиками, и она называется Table Manners. Совершенно случайно мы сплагиатили чужую идею. В наше оправдание скажу, что игра не самая популярная. Как бы мы могли узнать, что она существует? Разве что погуглить. Вот это поворот! Мы были настолько увлечены своей идеей, что забыли поискать похожие игры. Наверное, это к лучшему, было бы очень стрёмно наткнуться на эту игру в середине джема. Сейчас закинем нас в будущее точно на 1 минуту. Опаньки! На самом деле ощущения очень странные. Представьте себе, что вы начинаете какой-то проект и вдруг переноситесь в будущее, когда этот проект уже состоялся. И вы можете заранее посмотреть, что у вас получилось, что нет, какие ошибки были совершены и сколько вы заработали. Так давайте же заглянем в будущее и оценим, во что превратили игру «Будущее мы». Начнем с приятного, с заработка. Если верить известной формуле для примерной оценки заработка игры, она принесла своим создателям около $160 тысяч после вычета комиссии Steam. Понятно, что от этого надо отнять процент возвратов, а также у игры есть издатель, и мы не знаем условий договора. Но так или иначе, игра что-то заработала. Как минимум, это значит, что мы не сумасшедшие, и наши идеи имеют некий коммерческий потенциал. Но у игры рейтинги не очень. Для игры в Steam смешанные отзывы — это практически приговор, если разработчик не работает с критикой. А мы из будущего, похоже, игру забросили. И если почитать отзывы игроков, то мы увидим ровно те проблемы, которые мы обсуждали с Димой в самом начале. Мы из будущего, к сожалению, пошли по пути увеличения челленджа. В результате управление получилось слишком сложным, что убивает весь фан игры. Ну и, конечно, звук в Table Manners стал гораздо хуже. Но мы из будущего смогли реализовать большинство наших идей. Тут есть и Tinder, и напитки, и свечи, и разнообразное окружение. Все работает. В общем, мы из будущего наступили на пару грабель, но и заработали денег. И в целом мы из будущего молодцы. Жаль, что нас из будущего зовут не Дима и Стас, а Тим, Ханна и Гевин. Если что, чур, я Тим. Конечно, теперь нет смысла разрабатывать Act Normal дальше. Одно дело случайно сплагиатить игру на джеме, другое дело сделать клон существующей игры для продажи. Это как-то некорректно. В любом случае, мы получили хороший опыт и убедились, что умеем делать игры, которые привлекают игроков. Стоп, подождите. Мне кажется, мы забыли о чем-то важном. Welcome to the Houdini Game Jam 2021 Winners Announcement Live Stream.
По мнению жюри, Act Normal заняла второе место на джеме, заслуженно уступив лишь игре про битву бутербродов. Пожалуй, это справедливо, было бы совсем некрасиво, если бы первое место заняла игра с пусть и не специально, но сворованной идеей. Я совру, если скажу, что это неприятно. Конечно, приятно, мы много сил вложили в нашу игру. К тому же на джеме за второе место полагаются призы в виде подписок на профессиональный софт, доступа к платным курсам и прочих ништяков. Но в геймджемах призы это не главное. Важнее, что всего за несколько потраченных дней ты узнаешь много нового, добавляешь в портфолио законченную игру и получаешь готовый прототип, который, чем черт не шутит, может в будущем повторить успех Loop Hero и Superhot.